Блок 2. Селекторы и базовая логика. Урок 5. Простые селекторы, тег, класс, ID. Теперь начинается самое интересное. В предыдущих уроках мы разбирались, как пишется CSS. А теперь будем разбираться, как с помощью CSS выбрать конкретные элементы и управлять страницей. CSS без селекторов — это просто набор свойств. А селекторы — это как пульт управления стилями на странице. Сегодня мы разберем 3 самых важных селектора: по тегу, по классу, по ID. Если мы разберемся с ними сейчас, дальше CSS будет идти намного легче. Что такое селектор? Селектор отвечает на вопрос, каким элементам нужно применить стиль. CSS всегда работает по такой логике. Сначала мы выбираем элементы, а потом применяем к ним стили. Если селектор ничего не выбрал на странице, стиль просто не сработает, и это нормально. В этом примере я создал 2 файла. Index.html, который будет отвечать у нас за структуру нашей страницы, и style.css, где мы будем писать все наши стили. В тело документа в тег body, используя тег h1, я добавлю заголовок первого уровня с текстом «Привет, CSS» и 5 параграфов текста, используя тег p. В предыдущем уроке мы уже научились подключать наш файл со стилями. Давайте на этой странице сделаем то же самое. Внутри тега head, после тайтла, используя тег link, мы пропишем путь к нашему документу со стилями. Это будет style.css. Готово. Обязательно заполняем атрибут rel со значением stylesheet. То есть объясняем браузеру, что наш файл style.css это файл со стилями. В первую очередь разберем обращение селектор по тегу. Это самый простой селектор. Нам просто нужно на странице выбрать любой тег. Давайте обратимся к тегу h1. Копируем и вставляем его в CSS. Зададим ему color, например, blue. Видим, что файл со стилями мы подключили правильно, и изменения отобразились на странице. В этом примере мы говорим браузеру: покрась все h1 на странице в синий цвет. Давайте проверим на теге p и зададим ему color red. И мы видим, что ко всем тегам p на странице применился красный цвет. То, чего мы и добивались. Селектор по тегу удобно использовать тогда, когда ты хочешь задать базовые стили ко всей странице. Дальше разберем селектор по классу. Давайте некоторым из наших пэшек добавим класс, например, текст. Класс — это способ выбрать не все элементы подряд, а только нужные. Обращение в CSS выглядит таким образом. Мы ставим точку и прописываем наш класс текст. Аналогично открываем фигурные скобки и зададим ему color green. Посмотрим, что произошло. Из 5 наших параграфов класс текст имеет первый и третий. Смотрим на страницу, первый и третий покрасился в зеленый цвет. Класс можно использовать много раз и применять к разным тегам. Мы можем взять нашему параграфу h1, добавить тот же класс текст. И h1 тоже перекрасился в зеленый. О приоритетности стилей мы еще поговорим в следующих видео. Но на данном этапе мы понимаем, что один и тот же класс мы можем применить к разным тегам на странице. И к ним он применит одинаковые стили. Обращение по классу — это самый популярный способ стилизации в реальных проектах. Мы почти всегда будем использовать классы. Селектор по ID. ID — это уникальный идентификатор. На странице он должен быть только один. ID используется очень редко для стилей, чаще для якорей, либо использования в JavaScript. Давайте последнему параграфу добавим атрибут ID со значением main. В CSS ID обозначается решеткой. То есть мы сначала ставим решетку, потом пишем main, открываем фигурные скобки и поменяем наш цвет, например, на yellow. Смотрим, да, пятому применился цвет желтый. Новички часто злоупотребляют ID, но в реальной верстке вся работа идет через классы. Давай закрепим разницу. Тег влияет на все элементы на странице и подходит для базовых стилей. Класс можно переиспользовать много раз, и это является основным элементом верстки. ID уникальный и редко используется в CSS. Если сомневаешься, что использовать, используй класс. Самые частые ошибки — забыть точку возле класса. CSS теперь считает, что это тег. Такого тега на странице у нас нету, и стили ни к чему не применились. Возвращаем назад, изменения есть. Далее можно перепутать ID и класс. Давайте добавим сюда точку. Аналогично. Такого класса у нас на странице нету, есть только ID-шник. Вернем назад решетку. Все сработало. Также мы можем писать стили, но не добавить этот класс в HTML. Уберем все изменения.
отсутствует. Если ты пишешь CSS, а стиль не применяется, всегда проверяй, есть ли такой класс в HTML и правильно ли написан селектор. Из этого урока теперь ты знаешь 3 самых важных селектора в CSS. Это основа. Без этого дальше идти смысла нет. В следующем уроке мы разберем комбинирование селекторов, вложенность и как выбирать элементы точнее. Если ты идешь со мной дальше, просто смотри уроки по порядку.